Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать и обсуждать Telegram-бот CityHolder, основателем которого является Слава Семенчук, он же король NFT, он же царь подарков и стикеров в Телеграме, и его детище, его творение CityHolder, Telegram-бот, в котором он уже долгое время мусолит свою аудиторию YouTube-канала, мусолит свою аудиторию Telegram-канала и мусолит аудиторию Telegram-ботов, ТМАшек. Уже долгое время, и сегодня будем это обсуждать. А перед началом советую не заходить в этот бот Telegram, тем более ни при каких условиях, потому что здесь он, скорее всего, не раздаст. Это 99%, что он не раздаст. И вообще не заходите в Telegram-боты, не заходите в эти ТМАшки, не тратьте свое время, не тратьте свои деньги, посвятите жизнь себе лучше, а не таким людям, как Слава Семенчук. Не попадайте в рабство в Семенчуковую плантацию, вот такую вот, как попал я. И я это делаю как бы ради контента, я делаю это по собственной воле, я понимаю все это. Не надо писать мне в комментариях, что я ерундой страдаю. Я прекрасно понимаю, что я делаю, и я прекрасно знаю, для чего я это делаю. И давайте смотреть, что у нас по Telegram-боту. Почему у нас Славочка Семенчук, любитель передачи «Давай поженимся», уже так долго мусолит аудиторию свою, причем личную, и аудиторию Telegram-канала. Вот смотрите, это их официальный Telegram-канал CityHolder Official. И здесь 23 мая 2024 года был создан канал, и начался вот этот путь долгий. И скоро, возможно, он побьет рекорд TapSwap по путешествию в эту бездну непонятно чего. Итак, канал был создан в конце мая, и примерно игра начала существовать как таковая в каком-то там закрытом бета-тестировании, в июне месяце, к концу июня месяца более-менее начали что-то запускать, и вот Слава Семенчук нам ставит окей, показывает окей, что окей, начинаем зарабатывать бабосики со всех этих людишечек. И погнали. Далее, у них есть помимо этого бот, в котором тоже есть начало какой-то более-менее игры. Но начало этой игры было как таковое даже, не начало, было вот это закрытое бета-тестирование, на которое я не попал, у меня была просто картинка, заставка, и я ждал, пока она стартанет, и вот 22 июня, еще 22 июня, на секундочку, сегодня уже конец марта. И это уже 9 месяцев после того, как я нажал кнопку старт. 9 месяцев после нажатия кнопки старт я уже торчу в его вот этой плантации рабской. И игра у нас началась, она не в конце июня, а чуть-чуть попозже. Это было закрытое бета-тестирование, и потом игра более-менее стартанула, началось что-то, сама именно игра, мы начали что-то строить, а до этого у нас были просто картинки, кто не попал на закрытый бета-тест. И по итогу Славочка Семенчук, вот у нас уже с тех пор 9 месяцев я ожидаю каких-то перемен, но перемены есть, но не в лучшую сторону. Все больше и больше нас уносят в эту бездну донатов, в бездну вот эту стикеров NFT и тому подобное. О чем еще и говорит канал Славочки Семенчука, где просто тонны этих подарков в Телеграме, тонны этих NFT-шек, тонны этих стикеров, которые он впаривает людям, перепродает. И он их получает, как, скорее всего, большой блогер-инфлюенсер, да, за какие-то копейки, а потом втюхивает своей аудитории со словами, что все скоро это будет стрелять, все это скоро будет расти. Так что покупайте мои NFT-шечки, покупайте мои стикеры и покупайте подарочки на черном фоне. Они очень-очень редкие. Вот так Слава Семенчук, получается, доет аудиторию Телеграм-канала, доет аудиторию своего Телеграм-канала. И давайте будем запускать самого Telegram-бота, смотреть, что же там все-таки добавлялось. Кто не играет в этого Telegram-бота, и не играйте, не заходите сюда, здесь вообще удачи не видать. Вот, а я вам расскажу всю предысторию, быстренько, вкратце постараюсь это сделать. И вот у нас заглавный экран, где у нас Славочка Семенчук стоит с кучей бабосов, потому что все ему дарят эти бабосы, со всех он их собирает, и потом раздаст 2 копейки, скажет, увы, извините, рынок таков, ликвидностью высосали, виновата крипта, не я. Все, я пошел, давай поженимся как миллиардер. Нажимаем ОК и погнали. Изначально, рассказываю предысторию, изначально у нас здесь был просто экран заставки, сейчас здесь какой-то интерактивный город. Был у меня ролик, когда я говорил, что Слава обещал нам интерактивный город, но так и не выполнил свое обещание, и через несколько часов после выхода ролика делают нам интерактивный город. Меня смотрит Славочка.
Вот, и у нас появился интерактивный город, до этого просто была заставка, обещание и тому подобное. Кнопка airdrop у нас здесь висит. Висит она давно, висит почти с самого начала игры. И здесь приготовьтесь, холдеры, airdrop уже скоро. Скоро это вот уже, даже здесь, если можно перейти и глянуть, я в игре уже 8 месяцев именно играю. То есть месяц я ждал начала игры, то есть вот этот бета-тест, когда пройдет, и 8 месяцев я уже играю. Скоро как в тапсвапе будет, и раздадут также по $1. Вот, и вот эти все 8 месяцев, приготовьтесь, холдеры, airdrop уже скоро. Что у нас по дорожной карте? Сбор пользователей через мини-ап. Он произошел, City Holder, закрытое бета-тестирование, оно произошло вот после него, 8 месяцев я уже в игре. Запуск стратегических партнерств, ну, видать, с Телеграмом, со стикерами и подарками заключил там Слава, но это его личное. City Holder, публичный запуск игры. Вот он произошел, и вот после вот этой зеленой метки уже 8 месяцев прошло, и до следующей метки переговоры с SEC мы идем 8 месяцев. Слава голубями почтовыми переписывается с биржами, чтобы все-таки сделать ТГЕ, раздать airdrop и выйти на листинг. Почтовые голуби просто летают медленно, плюс семками где-то прикармливают на фонтанах вот таких вот замечательных. Поэтому голуби очень долго доставляют послания для бирж всех этих. И у нас до этого что здесь было? Мы здесь просто бесплатно с вами строили город, строили построечки, и все было замечательно. Из донатиков Слава просил иногда у нас только, если мы перейдем с вами на центральный экран и перейдем в задание, то Славочка, была у него тут только иконочка, ваш донат, помогите нам развивать City Holder и делать игру лучше. Это все, что было. Если мы сюда перейдем, поддержать любимую игру, и сейчас увидите, на иконочке выскочит, сколько стоит поддержать Славочку. Славочку стоит поддержать 150 звезд. Ну, 150 звезд это ориентировочно, там плюс-минус там $2,5-3. То есть стоит поддержать Славочку. За это он насыпает золотые монетки. Вот. Но после этого начались у нас, конечно же, добавление всех одноразовых заданий. У всех телеграм-ботов есть это же то же самое. Слава-то не исключение. И в этом я его, конечно, не обвиняю. Хочешь тыкай, хочешь не тыкай. Все здесь просто за монетки. Но здесь, опять же, реклама всех этих бесполезных телеграм-каналов, однотипных, которые делают что выкладывают просто комбо и тому подобное. То есть их здесь вот бесчетное количество, листать можно и листать. За 8 месяцев здесь было понатыкано миллиард этих всех телеграм-каналов. Вроде бы на этом как бы и все. Донатов Слава не просил, делал бесплатную игру. Но когда у нас пошли донатные тапалки, он понял, что можно при помощи донатов еще и обдирать свою аудиторию. То есть они тебе будут давать деньги, а ты им потом выкатишь листинг с капитализацией в $1 миллион, а остальные деньги заберешь себе. И у нас начали появляться, во-первых, в зданиях, в строительстве, да, появились улучшения. У нас последний уровень здания был 20-й, и после этого у нас начали появляться улучшения. Можно было дальше улучшать и улучшать за ключики. А ключики у нас, конечно же, можно покупать либо за золотые монетки, если мы сюда нажмем. Ой, потратил, нифига себе. Вот, либо за золотые монетки. Можем их покупать, как видите, либо за звездочки. Но золотых монеток здесь... Ой, извиняюсь. Но золотых монеток здесь мало. И, допустим, в комбо он постоянно, стабильно, пару раз в неделю пихает такие здания, которые, допустим, стоят улучшение ключей прям гигантское количество денег. Вот давайте перейдем, допустим, вот сюда. И есть здания, которые, ну, нереально улучшить. Вот театр. Он стабильно 2 раза в неделю у нас появляется. И мне, чтобы купить ключей, это надо 500 миллиарда, 400 миллионов вот этих монет внутриигровых, чтобы одно улучшить комбо. Их 3 здания надо улучшить. И вот Славочка пихает, тем самым заставляя нас внести 300 тысяч звезд, что на перевод в доллары у нас получается чуть ли не $60, чтобы просто комбо выполнить. Таким способом Славочка у нас начал тянуть деньги своей аудитории. Но ему этого показалось мало, и он решил, почему бы и нет, ввести NFT-земли, пускай люди их покупают. И да, помимо этого у нас еще были специальные здания, которые только за звезды, нельзя их купить за внутриигровую валюту. Хочешь развиваться, плати. Славе денежку. Слава любит деньги, и так что нужно ему башлять. Вот у нас есть здания, которые только имеют право построить владельцы NFT земелек. Вносите донаты. Я как бы не спорю. У нас сейчас эра донатных тапалок, и что Слава Семенчук это делает, ну, это его личное дело.
Как бы, да, у нас много таких тапалок, я сам в них всех вношу, но никогда ты начинаешь Telegram-бот бесплатный, а потом начинаешь навяливать вот это вот все. И тянув резину уже 8 месяцев. 8 месяцев тянуть резину и еще тянуть деньги с людей, получается. И все, у нас земли за NFT есть только которые, вот, допустим, частный остров, только владельцы NFT земли могут приобрести это здание. А это здание нам дает доход там 58 тысяч монеточек в час, внутриигровых вот этих монеток. Также, помимо этого, Слава понял, что земли NFT дорогие никто не покупает, нахер они никому не нужны, за звезды здания никто не покупает, и он начал вводить сити-маркеты, в которых продаются сундуки артефактные, в которых всякие медальки, дополнительные какие-то здания. Появились у нас чудеса света, перейдем. Вот он, сундук с чудесами света. И все это стоит звезды, звезды, звезды и звезды. Бусты, косметика, то есть нашего персонажа можно покупать, там, развивающийся трейдер, холдер там, и тому подобное. Все это за звезды. Расходные материалы. Бусты, что у нас из бустов? Пока нету здесь никаких предметов, но скоро Славочка сюда засунет за звездочки нам дополнительные предметы. Косметика у нас разнообразные, вот они, NFT-шные герои, плюс букеты верной дружбы, подарки, все это из Телеграма, а еще из бывшего ВК поперетягивалось. И все это у нас, ну, здесь за внутриигровую валюту, окей. Нет, даже нет, это он дает внутриигровую валюту, доходы, маски пошли какие-то, все за звездочки. Наша звездочка Станислав, получается, Семенчук, любит звездочки, так что давайте в звездочках. Не в тоне, который ему нахер не нужен этот тон, да, там, не в какой-то там другой валюте, а именно в звездочках, потому что это стабильная валюта. Также у нас есть расходники в виде ключей и всякие мифические эти сундуки, которые нам камни вечности и тому подобное. Все это бесполезное говно. Вот, почему все так происходит, я не понимаю. Что нам дают эти шикарные сундуки? Эти шикарные сундуки нам дают дополнительные здания. Вот здесь у нас появились чудеса света. У нас есть Пальмира, который нам дает 2% дохода. Потом еще лабиринт Минотавра, тоже 2% дохода. И тому подобное. Там минус строительства по времени, да, там, и все. Любые ваши шалости можно вот все за звездочки Станиславу занести, звездочки, и Станислав вам раздаст дополнительные бонусы. Я говорю, ничего бы не было такого страшного, если бы Слава Семенчук изначально бы все это делал. Но когда ты делаешь тапалку, делаешь телеграм-бота, какой-то градостроитель, ведешь его в течение там 3, 4, 5 месяцев, да, и вот вроде должен быть аэродроп, а тут нате вам кучу донатов, и уже 8 месяцев, а информации-то по дропу нету, в своем канале он ничего об этом не говорит. Все эти вот обещания, покупайте NFT-шечки, все это вам нужно, все это забирайте, и список задач для получения дропа у нас до сих пор нету. 8 месяцев у нас нету списка, что нам нужно делать, чтобы получить дроп. Нужно ли нам здание или нужно количество народа, что вообще надо-то, 8 месяцев можно было бы уже придумать. Так что вот такая вот беда у нас с Telegram-ботом. City Holder, крайне не советую в него заходить. И мне кажется, когда уже у нас все это закончится. Ладно, у нас какие-то Telegram-боты, там Зу нас кинул, но тот хотя бы нас мурыжил всего пару месяцев. Да? Забрал кучу донатов, укатал, ну не укатал токен, сделал маленькую капитализацию и сейчас на низах, ну я, если честно, тоже подкупаю сейчас монетку Зу, надеюсь, что когда-нибудь она все равно немножечко дострельнет. Вот, но это хотя бы было пару месяцев. Нас никто не мурыжил вот уже 8 месяцев. А TapSwap это вот показатель того, что мне даже теперь почему-то кажется, а не Слава или Семенчук делал TapSwap. Потому что идет по той же проталенной дорожечке. Вот такие вот сегодня были рассуждения. Пишите в комментариях вообще, следите вы за Славой Семенчука, что он вообще говорит, когда мы наконец получим, через год, через 2, через 3, сколько ему еще нужно звезд для того, чтобы мы увидели хотя бы свой доллар на аирдропе. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.